Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Панитильда. Сегодня мы с вами свяжем вот такую шапку. Вяжется она крючком, очень быстро и очень легко. Объем головы моей игрушки 30 сантиметров. Если у вас объем головы либо больше, либо меньше, либо пряжа другая, набирайте количество петель, равное 6, так как раппорт узора составляет 6 петель. Я ее вязала из вот такой пряжи. К сожалению, на ней нет информации, сколько в ней метров. Здесь только написано, что 50 грамм. Но вот так вот посмотрев, приблизительно в ней 140-150 метров в 50 граммах. Ниточка, конечно, очень приятная на ощупь, из нее очень приятно вязать, но она очень сильно расслаивается при вязании. И вот этого мотка одного мне хватило, чтобы связать шапку, вот желтую, и сделать из нее помпон. Все, больше ничего не осталось. То есть моточек буквально совсем маленький. Поэтому подбирайте, конечно, либо такую же нить по метражу, либо в 2 нити какая-то у вас может быть не совсем толстая нить. Либо, если у вас тонкая, то набирайте большее количество петель. Главное, чтобы оно было кратно 6. Вязала я крючком номер 3. Также мне понадобилась иголка и все. Ну и, конечно, сделать помпон. Ну а для начала давайте наберем 60 воздушных петель. Итак, после того, как мы набрали цепочку из воздушных петель, соединяем наше вязание в круг. Соединили. И этот ряд вяжем установочный. В каждую петлю вяжем по одному столбику с одним накидом. Первый, второй. Свяжите так по всей цепочке по одному столбику с накидом в каждую петлю. Я связала этот ряд столбиками с накидом и присоединилась во вторую воздушную петлю подъема. Сразу хочу сказать, что вогнутые столбики я буду называть изнаночными, а выпуклые лицевыми. Итак, вяжем 2 воздушные петли подъема. Это будет первый столбик. Вяжем второй изнаночный, обхватываем столбик первый и вяжем столбик с одним накидом. Таких столбиков сейчас нам нужно связать 3, так как 2 воздушные петли подъема заменяют нам 1 столбик. 2 и 3. Следующие 2 столбика вяжем лицевыми. Подхватываем столбик и вяжем столбик без накида. Ой, извиняюсь, с одним накидом. И второй точно так же. То есть наш раппорт узора это 4 изнаночных столбика, 2 лицевых. Далее вяжем 4 изнаночных столбика. Первый, второй, третий и 4. Далее вяжем 2 лицевых. Ниточка расслаивается. Не очень, конечно, удобно. Итак, 2 лицевых.
Вот это наш раппорт узора. 4 изнаночных столбика, 2 лицевых. И так вяжем до конца ряда. Довяжите так ряд самостоятельно. 4 изнаночных, 2 лицевых. Итак, я довязала этот ряд. Присоединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Вяжем 2 воздушные петли подъема и все остальные ряды, а их нужно связать еще 6 помимо вот этого первого, вяжем по узору. Там, где изнаночные столбики, мы вяжем изнаночные, над лицевыми вяжем лицевые. Все очень просто. Свяжите этих 6 рядов самостоятельно. 6 рядов по рисунку. 7 рядов узором у меня провязаны. В этом ряду, в следующем, мы сформируем дырочки под ушки. Вяжем 2 воздушные петли подъема и вяжем по узору 15 столбиков. Это не считая 2 петель подъема. Второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Давайте провяжем 15 столбиков по узору. Итак, 15 столбиков я провязала, остановилась перед лицевыми столбиками. Далее вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитываем здесь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И получается вяжем за выпуклый столбик первый. Это первый столбик, их нужно связать 10. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. И также мы остановились перед 2 лицевыми рядами. Это чтобы было симметрично, одинаково с 2 сторон ушек. Далее также набираем 8 петель воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь также пропускаем 8 столбиков с накидом. 6, 7, 8. И вяжем первый изнаночный столбик. Все. Далее по рисунку вяжите до конца ряда. Когда свяжете до конца ряда, вяжите по рисунку до воздушных петель. Я довязала до воздушных петель. Теперь в эти воздушные петли мы будем вязать столбики с накидом, так же как вот в первом самом установочном ряду. То есть здесь вяжем просто 8
столбиков с накидом в каждую петлю. А далее, после того, как провяжем столбики с накидом, будем вязать по узору. Все, 8 провязано, и теперь вяжем по узору. С этой стороны, соответственно, сделайте то же самое. Затем давайте довяжем также до ушек и будем также вязать здесь узор. Довязала я до разреза под ушки. Смотрите, так как мы закончили здесь вязать перед лицевыми столбиками, значит мы здесь вяжем следующие 2 лицевых столбика. Первый и второй. Ну а дальше по рисунку 4 изнаночных столбика и также 2 лицевых. Раз, два, три и 4. Здесь вяжем 2 выпуклых столбика. Все, дальше вяжем по рисунку. Здесь, соответственно, также по рисунку. И тут со стороны этих ушек также начинаете с 2 лицевых и заканчиваете 2 лицевыми. После того, как довяжете этот ряд, провяжите еще узором 5 рядов. И мы начнем делать убавки. Я провязала еще 6 рядов в высоту. С этого ряда мы будем делать убавки. Убавление мы будем делать изнаночных столбиков. Сначала мы будем убавлять средних 2. 2 воздушные петли подъема связали. Вяжем, убавляем 2 изнаночных столбика. Делаем накид, накид провязываем с петлей. Далее опять накид. Вводим крючок во второй столбик, провязываем 2 петли и затем все петли вместе. Так. Далее вяжем изнаночный столбик. Затем вяжем 2 лицевых. Затем 1 изнаночный. И средних 2 убавляем. Делаем накид, провязываем 2 петли, не довязываем столбик, опять делаем накид, вводим крючок под столбик, провязываем 2 петли и затем все петли с крючка. И так будем вязать до конца ряда. Два лицевых, один изнаночный и затем убавка. Сначала вводим крючок под 1 столбик, не довязываем столбик, затем под второй столбик, не довязываем столбик, и все петли провязываем. Вяжем так до конца ряда.
Первый ряд с убавками готов. Присоединяемся во вторую воздушную петлю подъема. Делаем 2 воздушные петли подъема. Теперь мы будем убавлять вот эти 2 столбика, также изнаночных. Здесь мы сразу делаем убавление. Так. Дальше вяжем 2 лицевых столбика. Один изнаночный и затем убавка. Ну и, конечно, будем так вязать до конца ряда. Второй ряд готов. И здесь мы будем присоединяться не ко второй воздушной петле подъема, а прям в столбик. Вот в этот изнаночный. Далее вяжем 2 воздушные петли подъема. Вяжем сначала 2 лицевых столбика, а затем делаем убавку 2 изнаночных столбиков. И опять вяжем 2 лицевых и делаем убавку 2 изнаночных столбиков. Ну и, конечно, провяжите этот ряд до конца таким образом. Довязали ряд, и здесь мы будем присоединяться не вот в этот столбик, а лицевой. Вот так. Дальше мы будем убавлять вот этот изнаночный столбик вот с этим лицевым столбиком. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Раз, 2. Провязываем 1 лицевой столбик. Это все спрячется, видно не будет. Дальше вяжем изнаночный столбик, но не довязываем. Затем вяжем лицевой, также не довязываем, и потом 3 петли провязываем вместе. Вяжем лицевой, у нас идет дальше изнаночный, вяжем в него столбик, но не довязываем. Вяжем теперь лицевой, также не довязываем, потом все 3 петли вместе. И так до конца ряда. В конце ряда можно присоединение не делать. Просто оставьте достаточно нити и вставьте нить в иголку. У меня нить где-то в иголку. И теперь собираем все петли вот таким образом. Так я их просто соберу. Хорошенько подтягиваю, ввожу иглу на изнаночную сторону и вот здесь по петлям я соберу еще раз и еще хорошенько затяну и закреплю нить. Так, ну я думаю, достаточно. У меня здесь еще будет помпон, все еще закрепится. Так, ну еще разок.
Все, нить можно отрезать. Помпон у меня уже готов. Я его сейчас закреплю. Сначала продену одну нить. Так. И затем вторую. И делаю узелок. Можно еще. Главное не переусердствовать и не порвать нить. Ну, я думаю, будет достаточно. Отрезаю нить. Эту нить я сейчас тоже закреплю, обрежу, и шапочка готова. Вот так она смотрится с помпоном, а так без. Я надеюсь, у вас все получилось. Шапочка вам понравилась, так же, как и мастер-класс. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Всем до встречи и хорошего настроения!